Эти двое мужчин вышли на прогулку, когда наткнулись на нечто, заставившее их замереть на месте. Собаку, лежащую в полном одиночестве посреди заснеженного поля. Сначала они подумали, что ей просто нужна помощь. Но, подойдя ближе, оба замерли и потрясенно ахнули. То, что они увидели, было совсем не тем, что они ожидали. Было холодно, и Алексей с Иваном уже были готовы отправиться домой. Две соседки по комнате вышли подышать свежим воздухом в парк, но оказалось, что они были единственными, у кого хватило ума выйти на улицу в такой холод. Их лица онемели, а руки уже ныли от холода. Когда они шли обратно, их внимание привлек тихий звук. Он доносился из-за одного из деревьев. Шум был едва слышен, и, честно говоря, если бы в парке был кто-то еще, они, вероятно, даже не заметили бы его. Звук раздался снова, на этот раз чуть отчетливее. Иван, который часто проводил свободное время, помогая в местных приютах, сразу же обратил на него внимание. Это была собака. Но что, черт возьми, собака делала здесь в такую погоду? Они оба переглянулись. Он потерялся? Что-то случилось с его владельцем? Звук повторился, и на этот раз Иван и Алексей тихо направились к дереву, стараясь не спугнуть то, что там находилось. Когда они подошли ближе, то увидели крошечную фигурку, свернувшуюся в тугой комочек. Она безостановочно тряслась, и на ее шерсти уже скопился снег. Собака, должно быть, пробыла там какое-то время. Даже когда они приблизились, она никак не отреагировала. Ни лая, ни движения, только тишина. Было похоже, что зверь уже сдался. Они медленно обошли его кругом, пока не оказались прямо перед ним. По-прежнему никакой реакции. Алексей присел на корточки и осторожно приподнял голову собаки. То, что он увидел, было душераздирающим. Глаза собаки были плотно закрыты, и не было никаких признаков того, что она вообще осознавала их присутствие. Оно. Он ни на что не реагировал, а его маленькое тельце словно окоченело от холода. Иван наклонился, чтобы помочь, пытаясь понять, может ли он вообще двигаться, но ничего не происходило. Бедняжка была кожа до кости, вероятно, бездомная собака, которая несколько дней провела на морозе. И тут они заметили кое-что еще. Рядом с собакой была еще одна маленькая фигурка, которая крепко свернулась калачиком и прижималась к ее телу. Она зарылась мордочкой в шерсть собаки, как будто пыталась согреться. Алексей наклонился, чтобы получше рассмотреть, и как только он перевернул фигурку, они оба вскрикнули от шока. «Эй, с тобой все в порядке?» — быстро спросил Алексей, положив руку на то, что, как они теперь поняли, было маленькой девочкой. Но она не ответила. Она вообще не двигалась. Не теряя ни секунды, Алексей снял свой шарф и обернул его вокруг нее. Затем осторожно поднял ее на руки. Иван тоже взял собаку на руки. Она все еще была вялой, но он не отпускал ее. Девочка была холодной, как лед, но не просыпалась. На вид ей можно было дать лет 10, если не больше. Оба мужчины на мгновение замерли, пытаясь собраться с мыслями, но времени на колебания не было. Они знали, что должны действовать быстро. Алексей достал телефон и вызвал скорую, а Иван быстро обзвонил всех ветеринаров, которых знал. Был сезон отпусков, поэтому большинство заведений было закрыто, но они должны были попытаться. Примерно через полчаса приехала скорая. Алексей бросился к маленькой девочке, прижал ее к себе и прошептал, чтобы она держалась. Иван продолжал набирать номера, пока, наконец, не дозвонился до небольшой некоммерческой организации по спасению животных, о которой слышал. К счастью, кто-то взял трубку. После того, как Иван объяснил, что происходит, и сообщил, где они находятся, они поблагодарили его за помощь и спросили, может ли он привести собаку прямо сейчас. Когда Иван добрался до приюта, там его уже ждал ветеринар. После быстрого осмотра они подтвердили, что у собаки несколько незначительных травм, но она выживет, даже после всего, что ей пришлось пережить.
Тем временем Алексей с девочкой прибыли в больницу, и бригада медиков немедленно доставила ее в больницу. На ней были куртка, перчатки и ботинки, но этого было недостаточно. Холод давал о себе знать. Все ее тело одеревенело, и она не реагировала ни на прикосновения, ни на звуки. Ее лицо побледнело. Врачи обнаружили, что температура ее тела упала примерно до 25 градусов по Цельсию, что было опасно низко, а сердце едва билось. Они быстро приступили к работе, завернув ее в теплое одеяло и подключив к аппарату искусственного дыхания. К счастью, в конце концов ее органы, такие как почки, легкие и печень, все еще работали. Они использовали специальные аппараты, чтобы поддержать кровообращение и согреть ее тело. Медсестры сняли с нее ледяную одежду и осторожно переодели в теплое и сухое, надеясь, что еще не слишком поздно. В конце концов, Иван встретился с Алексеем в больнице, и они вдвоем пробыли там столько, сколько смогли, в надежде узнать новости. Но через некоторое время одна из медсестер мягко попросила их разойтись по домам. Поскольку девочка была несовершеннолетней, в больнице не разрешали сообщать слишком много подробностей, если только там не было ее родителей. Все, что мог сказать врач, это то, что сейчас состояние девочки стабильно. Впереди у нее еще долгий путь, но она собиралась его преодолеть. И, честно говоря, это произошло только благодаря той храброй собаке, которая оставалась рядом с ней, свернувшись калачиком, во время грозы согревая ее. Услышав эту новость, Алекс и Иван почувствовали огромное облегчение. Наконец-то напряжение в их телах спало. Они не могли перестать думать о том, как долго она там пробыла и как вообще оказалась посреди этого заснеженного поля. Но в тот момент все это не имело значения. Все, чего они хотели, это чтобы ей стало лучше. Они спокойно отправились домой, надеясь, что завтрашний день принесет еще лучшие новости. На следующее утро они отправились прямиком в местный полицейский участок. Они описали маленькую девочку, место, где ее нашли и в какую больницу ее отвезли. Они просто хотели узнать, не заявлял ли кто-нибудь о ее пропаже. К счастью, офицер, с которым они разговаривали, подтвердил, что заявление о пропаже поступило днем ранее. Ее семья безостановочно искала ее и получила уведомление всего несколько минут назад. Они уже были на пути в больницу. Алексей и Иван тоже решили вернуться в больницу. Один из врачей остался на ночь, чтобы внимательно следить за состоянием девочки. Оказалось, что у нее была тяжелая ночь. У нее было несколько приступов, вызванных сильным переохлаждением, и команде потребовалось приложить все усилия, чтобы стабилизировать ее состояние. Но к утру худшее, казалось, было позади. Температура ее тела держалась на прежнем уровне. Она еще не пришла в себя, но врачи надеялись, что позже, в тот же день, она сможет говорить и, возможно, даже отправиться домой. Прежде чем направиться в палату к девочкам, врач отвел их в сторону и сказал что-то важное. В благодарность за то, что они нашли ее, больница собиралась разрешить Алексии и Ивану ненадолго навестить ее. После этого им потребуется разрешение родителей, чтобы увидеть ее снова. Они оба кивнули, благодарные за возможность проверить все в последний раз. Когда они вошли в ее комнату, то не ожидали увидеть то, что увидели. Девушка уже проснулась. Она выглядела сбитой с толку, ее взгляд метался по комнате, как будто она пыталась понять, что произошло. Она все еще была очень слаба, но даже в таком состоянии она пыталась подняться с кровати. Как только медсестра увидела, что девочка пытается пошевелиться, она быстро вызвала врача. Затем она повернулась к Алексею и Ивану и любезно попросила их выйти из палаты. Пока они ждали в коридоре, надеясь услышать что-нибудь еще, они увидели, как кто-то вбежал в больницу. «Где Вика? Где моя дочь?» — закричала женщина, в ее голосе слышалась паника. Она выглядела совершенно подавленной, и даже человек, который был с ней, пытался успокоить ее. Медсестра осторожно увела ее,
и она исчезла за углом. Когда медсестра вернулась, Иван подошел к ней, чтобы спросить, что только что произошло. Эта женщина, как объяснила медсестра, была матерью девочки. Она только что узнала о своей дочери и сразу приехала в больницу. В тот момент, когда Вика увидела знакомое лицо своей мамы в толпе, она, наконец, начала успокаиваться. Теперь она была в надежных руках и получала больше внимания от медицинской бригады. Теперь, когда с ней кто-то остался, Алексей и Иван почувствовали, пора уходить. Они сделали все, что могли. Медсестра попросила их оставить номер телефона на всякий случай, и они вдвоем тихо вернулись домой. 2 дня спустя им позвонили, чего они не ожидали. Это была мама Вики. Она хотела встретиться лично и поблагодарить их за спасение жизни ее дочери. Они договорились встретиться в кафе рядом с парком, в том самом районе, где началась вся эта история. Когда они приехали, то с удивлением увидели, что их ждала не только мама. Вика тоже была там. Она выглядела совсем не так, как тот ребенок, которого они нашли в снегу. Ее щеки снова порозовели, а глаза заблестели. Ее мама улыбнулась и тепло обняла их, сразу же поблагодарив за то, что они сделали. Она представилась Татьяной, а затем объяснила, что произошло. Вика заблудилась по дороге из школы домой. Это было недалеко, и обычно она возвращалась домой пешком, так как в этом районе было безопасно. Но в тот день внезапно налетела метель, и снег быстро выпал почти в 2 фута глубиной. Сугробы были такими высокими, что закрывали нижние этажи зданий. Видимость упала почти до нуля. Вика едва могла видеть на несколько шагов вперед. Испуганная и неуверенная в том, что делать, она попыталась найти укрытие, но шторм только оттеснил ее еще дальше от дома. Ее руки и ноги начали неметь, и ходить становилось все труднее с каждым шагом. В конце концов она потеряла сознание. Последнее, что она помнила перед тем, как очнуться в больнице, был жуткий холод и собака, свернувшаяся калачиком рядом с ней. Татьяна обыскала весь район, но никто ничего не видел, а из-за грозы большинство уличных камер были отключены. Целый день они понятия не имели, где она находится. У нее было много вопросов к Алексею и Ивану. Они рассказали ей, где именно нашли Вику и как собака оставалась с ней все это время. Все было ясно. Собака спасла ей жизнь. Если бы ее не было рядом, все могло закончиться гораздо хуже. Они также сообщили ей последние новости о собаке. Она поправилась и все еще находилась под присмотром ветеринара, ожидая, когда ее поместят в хороший дом. Ветеринар поделился этой историей с приютом для животных, который затем разместил ее в интернете. После этого посыпались просьбы об усыновлении. Они не нашли никаких сведений о том, откуда взялась собака, но, судя по тому, насколько хорошо она была обучена, казалось вероятным, что когда-то она кому-то принадлежала. К сожалению, ее, вероятно, бросили. На этот раз приют был особенно осторожен. Они хотели убедиться, что тот, кто возьмет собаку, будет по-настоящему заботиться о ней. Они сузили круг поиска до 2 замечательных семей и готовились к выбору. Но у Татьяны появилась другая идея. Для нее не было никаких сомнений. Эта собака спасла ее дочь. Кроме Алексея и Ивана, она никому не была так благодарна. Вика рассказала ей, что собака оставалась рядом, что это помогало ей чувствовать себя менее одинокой и бояться. Проснувшись, она спросила о собаке и захотела увидеть ее снова, если сможет. Татьяна понимала, как работает приют, но в глубине души никому из них не нравилась мысль о том, что собака может оказаться в другом незнакомом доме, где с ней будут обращаться не так, как она того заслуживает. Поэтому они приняли решение. Они собирались сами усыновить собаку. Это было бы их первое домашнее животное, но, честно говоря, более идеального питомца и быть не могло. Что Вика и ее мама знали наверняка,
так это то, что они уже полюбили эту собаку и были готовы сделать все возможное, чтобы дать ей ту жизнь, которую она заслуживает. Иван дал им контактную информацию приюта, и они сразу же связались. Когда в приюте узнали, кто звонит, они были на седьмом небе от счастья. Сотрудники с радостью согласились продолжить процесс усыновления. На завершение процесса ушло несколько недель, и за это время приют дал семье Вики множество советов. Поскольку это была их первая собака, они хотели убедиться, что все прошло гладко. Они узнали, как правильно за ней ухаживать и какие у нее были привычки во время пребывания в приюте. Но самый трогательный момент наступил, когда они, наконец, приехали, чтобы забрать ее. Как только пес увидел Вику, в нем что-то щелкнуло. Он узнал ее. То, как он оживился и потянулся к ней, говорило само за себя. Вика не могла перестать улыбаться, когда он уткнулся в нее носом, и это сделало все происходящее еще более особенным. Ее мама наклонилась к ним и нежно погладила его по голове. «Спасибо», — прошептала она собаке тихим, но полным эмоций голосом. «Спасибо, что спасли мою дочь». Когда они вернулись домой, собаки показали маленький уютный уголок, который был обустроен специально для нее. Мама Вики постаралась на славу, купила новые игрушки, удобную кровать и даже несколько его любимых лакомств из приюта. Они делали все, что могли, чтобы он чувствовал себя в безопасности и был любим. Вика дала ему имя Мутик. Оно означает «храбрый», и ничто не могло бы подойти ему лучше. Хотя поначалу они не были уверены, как все сложится, Мутик отлично вписался. С каждым днем его милая натура проявлялась все больше. Вика и ее мама регулярно водили его на прогулки по парку, и вскоре у него появился новый друг, еще одна собака, которая любила играть так же сильно, как и он. Появление Мутига в их жизни было для них неожиданным подарком. И каждый раз, когда они смотрели на него, им вспоминался тот снежный день, который собрал их всех вместе. Что насчет тебя? Вы бы остановились ради собаки, которая выглядела так, будто не дышит? Что бы вы сделали, если бы нашли маленькую девочку, свернувшуюся калачиком рядом с ней? Расскажите нам в комментариях, мы бы хотели услышать ваши мысли. Спасибо, что посмотрели, и мы увидимся с вами в следующем сюжете.